Здравствуйте всем! Сегодня поговорим о заикании. Заикание – это очень частая жалоба среди детей и та, которая вызывает особенное беспокойство родителей. Возраст появления логоневроза – это обычно 3-5 лет, и этому недугу больше подвержены мальчики, чем девочки. Связано это с эмоционально неустойчивой и более возбудимостью мальчиков по сравнению с девочками. По данным статистики, 3-5% детей страдают логоневрозом. Однако к подростковому возрасту большинство из них благоприятно заканчиваются выздоровлением. Те формы, которые начинаются с 3 лет при усиленном речевом развитии и вовремя своевременной неврологической помощи, обычно благоприятно прогнозируются. Итак, что же является причиной заикания? Выделяет несколько форм заикания. Это тоническую форму заикания, когда судорога захватывает речевой аппарат, и клоническую форму заикания, когда часто повторяется первый слог. А также может заикание носить и смешанную форму, тонико-клоническую. Также заикание бывает невротическое, например, связанное с острой психотравмирующей ситуацией. Испугала собака, переезд семьи, адаптация к детскому садику. И также заикание может быть, помимо невротического, неврозоподобным. Это тогда, когда ранние детские нарушения в работе нервной системы возникали еще в период беременности и послеродовой период развития ребенка. Это все резидуальные органические патологии, перинатальные энцефалопатии, которые сопровождаются теми или иными факторами гипоксии. Здесь в основе может быть гипоксия, внутриутробная инфекция, родовая травма, тогда, когда вы наблюдались у невролога в раннем периоде развития. Чаще всего такие детки развиваются с задержкой и говорить начинают поздно, к 2,5 годам. И именно вот этот прорыв в речи, именно желание активно общаться, гиперактивность в 3 года ребенка как раз и вызывает поломку в речевой системе. Что это? Это гиперактивность центра Брока, то есть моторного центра речи. Поэтому речь бывает не плавной, а часто в речевой фильтр не успевает попадать все слова, и происходит повторение либо начального слога, либо растягивание середины слова. Чаще отвлечение от обстановки у таких детей вызывает плавную свободную речь, так же, как и свободная речь при знакомых словах. Кроме того, различает еще и по степени тяжести заикания. Это может быть легкое заикание, это может быть заикание средней степени тяжести и тяжелые формы, когда ребеночек не способен разговаривать. Важно отличить заикание от запинок речи. В условиях ускоренного речевого развития часто бывают запинки в речи, когда ребенок повторяет первый слог, либо может повторять первое слово в начале предложения, как бы ища продолжение предложения. То есть это может быть связано с некоторым ускоренным развитием речи. Раннее речевое развитие у таких детей сопровождается таким симптомом, как тахилалия. То есть ребеночек в единицу времени говорит большее количество слов, чем требуется по возрасту. Поэтому в построении предложения у него есть эффект дублирования, то есть повторение первого слова. Это не имеет ничего общего с заиканием. Чтобы различить, действительно ли у вас есть логоневроз у вашего ребенка или это обычные запинки в речи, необходимо показаться специалисту. И здесь самым важным является диагностика, которую проводим мы на приеме. Прежде всего, это осмотр врача-невролога, это проведение шапочки электроэнцефалограммы, а в некоторых случаях и электроэнцефалограммы ночного сна, чтобы исключить судорожные моменты и эпиактивность во время проведения процедуры. Проводятся слуховые вызванные потенциалы, которые проверяют, как само речевое развитие формировалось в раннем возрасте, нет ли нарушений в проводимости звуков. Проводится когнитивный вызванный потенциал, оценивающий когнитивные функции, такие как память, внимание, мышление. А также зрительный вызванный потенциал может дать нам информацию о возбудимости головного мозга. И на основании этого проводится диагностика между невротическим и неврозоподобным заиканием. Если эта форма неврозоподобная, то лечение осуществляется вместе неврологом, логопедом
и специалистами, которые необходимы малышу. А если это невротическая форма, все равно назначается лечение, медикаментозная коррекция, плюс занятия проводятся психологом и логопедом. Важно помнить, что какая бы форма заикания ни была, прежде всего нужно как можно раньше обратиться к специалисту, потому что долгое существование логоневроза способствует созданию очага в головном мозге, и такое дублирование речи может сохраняться надолго. Если в 3-5 лет прогноз благоприятный, то у деток в подростковом возрасте, которые отступили от системы лечения и долго не предпринимали каких-то мер, уже сложно эту проблему выявить и пролечить. Итак, важно, что помнить в лечении логоневроза. Прежде всего, это охранительный режим. Как только ребеночек начал запинаться, мы переходим на медленную шепотную речь. Стараемся не выспрашивать ребенка, не смотреть, как изменилась его речь за целый день. Стараемся говорить медленно, шепотом, нараспев, на 2 слова, как бы замедляя и протягивая свою собственную речь. Пойдем кушать, собери игрушки. Не побуждая ребенка к общению, то есть в этот период мы убираем занятия, дополнительные занятия, занятия с логопедом, занятия во всевозможных кружках и секциях. Стараемся не задавать много вопросов, потому что у малыша в возрасте 3 лет частая причина является быстрая речь, словоговорение. Далее мы создаем благоприятную психологическую обстановку дома. Должны быть выключены телефон, телевизор, компьютер. Должны быть доброжелательные общения с членами семьи, медленная и спокойная речь между друг другом. Не волноваться, не требовать от ребенка, не показывать своего волнения и заинтересованностью проблемой. Часто родители таких деток обладают гиперпротективными свойствами характера, то есть стараются найти причину, высказывают волнение, необоснованные сомнения по поводу заболевания. Так вот, такая гиперпротекция приводит лишь к усилению заикания. Перестаньте волноваться, все это лечится, поэтому не надо терроризировать своего малыша. Итак, в дальнейшем, что мы еще должны предпринять? Режим дня, достаточный сон 10-11 часов, своевременные прогулки, достаточно много свежего воздуха и правильно помогать малышу в общении, не переговаривать его, не говорить много, не говорить за него. Итак, для того, чтобы позаботиться о речи малыша, покажитесь неврологу. Невролог подберет вам грамотное лечение, затем вы посещаете занятия логопеда. Логопед проводит вам дыхательную гимнастику, учит правильно расслабиться и дышать. Еще в лечении мы используем занятия с психологом. Что такое психолог? Да? Это специалист, который как раз убирает невротические проявления, неправильное дыхание. Есть такой аппарат, называется логобос. С помощью тренировок на логобосе восстанавливается правильный ритм и свободное дыхание, и свободный вздох, и правильная работа диафрагмальных мышц, диафрагмальной мускулатуры. Далее мы советуем обязательно аппаратные методы коррекции, такие как микрополяризация, это микротоковая рефлексотерапия на зоны Брока с успокаивающей целью, и аудиотренировка Сонгбрайн, который тоже способствует медленному, плавному, расслабленному, релаксационному дыханию. Вот такая комплексная терапия с учетом и благоприятной домашней обстановки, и медикаментозного воздействия, а также аппаратных методов коррекции при помощи психолого-логопедических тренировок создает благоприятный исход и быстрое выздоровление. Поэтому, если вы почувствовали признаки неправильной речи, быстроговорения или запинок, незамедлительно обращайтесь к специалисту. Спасибо за внимание. Уважаемые родители, какие вопросы вы хотите услышать, пишите в наших комментариях.